Всем привет, дорогие друзья! После выпуска про самые экономичные новые мотоциклы, где рекордсменом стал Honda Monkey с сумасшедшим пробегом 70,5 км на 1 литре бензина, кто, кстати, не смотрел, ссылка в описании, возник вопрос, а кто же из ведущей японской четверки жрет больше всех? Понятно, что этот фактор мало волнует тех людей, которые могут себе позволить эту технику. Однако все же интересен самый максимальный официальный расход, который указали японцы на свои мотоциклы. Хотя и он кажется смешным, так как измерение производится на постоянной скорости в 60 км в час. Самым экономичным среди сегодняшней десятки, как ни странно, оказался туристический мотоцикл Honda GL 1800 Goldwing. Несмотря на то, что он весит в снаряженном состоянии 390 кг и оснащается оппозитной шестеркой объемом 1833 кубических сантиметра, который выдает 126 лошадиных сил и 170 ньютон-метров крутящего момента, официально заявлено, что мотоцикл на 1 литре бензина способен проехать аж 27 километров. Выходит, что это привычный нам 3,7 литра на 100 километров. Напомню, это при постоянной скорости в 60 км в час. Но все равно для такой махины результат более чем достойный. От 0 до сотни Goldwing разгоняется за 4 секунды, максимальная скорость около 200 км в час. В Японии за мотоцикл сегодня просят 3 миллиона 465 тысяч йен. Это на данный момент 21 800 долларов или 1 миллион 900 тысяч рублей. Но прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать компанию ATV Travel, которая предлагает премиальные путешествия на багги и квадроциклах по шикарным местам всей России. Очень крутые маршруты и обалденная техника. Ребята в аренду дают Can-Am Maverick от BRP, но при желании можно и на своих багги или квадроциклах. Имеется шикарный собственный повар. Можно сказать, каждая экспедиция настоящий гастротур. Ближайшие туры — это невероятный Архыз и Черное море. Только представьте, горы, море на квадроцикле или багги, а также Эльбрус, Осетия и потрясающий загадочный Кольский полуостров. Вот это как раз те самые путешествия, в которые хочется вернуться снова и снова. Все подробности по ссылке в описании. Как оказалось, больше жрет предназначенная для городской езды Naked от компании Yamaha модель MT-10. Здесь 998-кубовая четверка ATR-1 настроена на низы, поэтому выдает 166 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. Расход также поменьше, чем у спортбайка. На 1 литре бензина, по заявлению производителя, MT-10 способен проехать 23,8 километра. Что интересно, точно такой же результат показывает и старичок FJR 1300. При сниженной массе в 212 кг Naked от 0 до сотни выстреливает за 3 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Бак вмещает 17 литров. Цена базовой версии 1 миллион 925 тысяч йен. Это сейчас 12 100 долларов или 1 миллион 50 тысяч рублей. На 8 месте Honda CB 1000R. Флагманский Naked компания оснащается перенастроенной рядной 998-кубовой четверкой от спортбайка CBR 1000RR, которая в этом варианте выдает 145 лошадиных сил и 104 ньютон-метра крутящего момента. От 0 до сотни 212-килограммовый мотоцикл разгоняется за 3,2 секунды, максимальная скорость 230 км в час. Производитель уверяет, что мотоцикл способен проехать на 1 литре бензина при постоянной скорости в 60 км в час 23 км. Это выходит привычный нам 4 с небольшим литра на 100 км. Бак вмещает 16,2 литра. Цена в Японии на данный момент составляет 1 миллион 670 900 йен, что по нынешнему курсу 10,5 тысяч долларов или 905 тысяч рублей.
На седьмом месте спортбайк Suzuki GSX R1000, который при официальных замерах показал результат в 22,1 км на 1 литре бензина. Его рядная 999-кубовая четверка выдает 201 лошадиную силу и 117 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни спортбайк разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Сниженная масса мотоцикла 202 кг. Бак вмещает 16 литров топлива. Напомню, что модель перестала производиться в Японии, однако она до сих пор еще доступна на официальном сайте по цене в 2 миллиона 156 тысяч йен. Это по нынешнему курсу примерно 13 600 долларов или 1 миллион 170 тысяч рублей. Самым прожорливым мотоциклом от знаменитого мотогиганта является спортбайк Honda CBR 1000 RR Fireblade. Здесь устанавливается максимально форсированная 999-кубовая четверка, которая выдает 218 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни огненное лезвие выстреливает за 2,8 секунды. Максимальная скорость свыше 300 км в час. При таких характеристиках неудивительно, что у байка самый большой аппетит среди всей модельной линейки. Хотя эти цифры опять-таки далеки от реальной эксплуатации. Honda заявила пробег в 22 км на 1 литре бензина. Но кто же на этом звере будет ездить с постоянной скоростью 60 км в час? Однако факт есть факт. Флагманский спортбайк сейчас на официальном сайте стоит минимум 2 миллиона 486 тысяч йен. Это 15 650 долларов или примерно 1 миллион 350 тысяч рублей. Honda по прожорливости обошла компания Yamaha со своим спортбайком R1. Его рядная 998-кубовая четверка Crossplane, которая выдает ровно 200 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента, способна провести на 1 литре бензина 200-килограммовый мотоцикл 21,6 км. От 0 до сотни супербайк разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. В Японии за новую эрку просят 2 миллиона 365 тысяч йен. Это сейчас около 15 тысяч долларов или 1 миллион 300 тысяч рублей. Однако в следующем году мотоцикл будет снят с производства. С результатом в 21,3 км на 1 литре бензина четвертое место занимает флагманский Naked компании Kawasaki ZH2. В Японии за Hyper Naked просят сейчас минимум 2 миллиона 13 тысяч йен. Это 12 700 долларов или 1 миллион 100 тысяч рублей. Он обладает знаменитой в компании 998-кубовой рядной четверкой, которая оснащается компрессором и выдает ровно 200 лошадиных сил и 137 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса составляет 241 кг. Разгон от 0 до сотни около 3 секунд. Максимальная скорость 280 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. Напомню, H2 и H2R в Японии не продаются, поэтому их результаты неизвестны, хотя при скорости в 60 км в час они будут не сильно отличаться от Naked.
Открывает тройку самых прожорливых мотоциклов в Японии Suzuki GSX S1000GX, который построен на платформе GSX S1000GT, однако он имеет более длинноходные подвески, более высокий широкий руль и, естественно, комфортную посадку. Тот же самый двигатель, что и у GT, который является производным от старенького мотора GSX R1000K5 и ставится также на некиды компании, выдает здесь 150 лошадиных сил и 106 ньютон-метров крутящего момента. При этом на 1 литре бензина кроссовер проезжает всего 20,8 км, тогда как все соплатформенники дотягивают до 21,2 км. Видимо, сказывается чуть большая снаряженная масса в 233 кг. В Японии за S1000GX просят 1 миллион 991 тысячу йен. Это 12,5 тысяч долларов или 1 миллион 80 тысяч рублей. Второе место занимает самый прожорливый спортбайк из всей японской четверки – Kawasaki Ninja ZX-10R. Его сердцем является рядная 998-кубовая четверка. Она выдает 214 лошадиных сил и 111 ньютон-метров крутящего момента. На тестах при постоянной скорости в 60 км в час ей 1 литра бензина хватило всего на 20,3 км. Бак вмещает 17 литров. При сниженной массе в 207 кг от 0 до сотни супербайк выстреливает за 2,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. И было бы интересно узнать, насколько ему бы хватило 1 литра на максимальной скорости. В Японии за спортбайк сегодня просят минимум 2 миллиона 365 тысяч йен. Это почти 15 тысяч долларов или 1 миллион 300 тысяч рублей. И самым большим любителем покушать в Японии стал Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Я думаю, многим интересно, сколько же смог он протянуть. Отвечаю, рядной четверки объемом 1340 кубических сантиметров, которая выдает 197 лошадиных сил и 155 ньютон-метров крутящего момента, по замерам производителя 1 литра бензина хватило на 20,3 км. То есть выходит, что при скорости в 60 км в час Буса кушает 4,9 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров. При сниженной массе в 264 кг от 0 до сотни гипербайк разгоняется за 2,6 секунды, а максимальная скорость составляет свыше 300 км в час. Цена на официальном сайте в Японии составляет ровно столько же, сколько и за литровый джиксер – 2 миллиона 156 тысяч йен. Это 13 600 долларов или 1 миллион 170 тысяч рублей. К сожалению, у себя на родине не продается главный конкурент Бусы – ZX-14R. А в США на официальных сайтах японских производителей такой параметр, как расход, вообще отсутствует. При том, что на своих Харлее расход в милях на галлон они указали.